Знаете, есть ощущение, что китайские автопроизводители вообще перестали отдыхать. Только успели привыкнуть к одной новинке, и вот уже выкатывают следующую. И самое интересное, что иногда под громким названием скрывается вовсе не абсолютно новый автомобиль. Именно такая история сегодня у нас. Jetour представил кроссовер с названием Freedom 7+. Звучит так, будто это совершенно новый автомобиль, но не спешите делать выводы. В компании называют Freedom 7 Plus новой моделью, хотя по сути перед нами серьезно обновленный Jetour Freedom, который на экспортных рынках отлично известен под именем T1. И самое любопытное, именно эта версия с характерным пластиковым боксом на двери багажника теперь станет самой внедорожной модификацией T1. При этом Freedom 7 Plus не пытается играть в модную электрификацию. Никаких гибридов и батарей, только классические бензиновые двигатели. Покупателям предложат две комплектации, и обе оснащаются полным приводом. На домашнем рынке цены выглядят весьма привлекательно. Стартовая версия стоит около $21 300, а более оснащенная – 23 500. Но достаточно ли одного нового имени и пары доработок, чтобы назвать автомобиль новым? Или это просто удачный рестайлинг с правильным маркетингом? Давайте разбираться. Plus, по сути являющийся обновленной версией T1, получил изменения во внешности. И первое, что сразу цепляет взгляд – его передняя часть. Здесь появилась новая радиаторная решетка с 9 вертикальными хромированными планками. И еще один интересный штрих – фирменная надпись Jetour теперь размещена не на решетке, как раньше, а переехала выше, прямо на капот. Плюс к этому переработали оба бампера, так что спереди и сзади автомобиль выглядит свежее и более собранно. Сзади появилась еще одна любопытная деталь – пластиковый бокс на пятой двери, как небольшой внешний багажник для мелочей. По бокам все сделано без лишних экспериментов. Привычные дверные ручки, аккуратные подножки на порогах и парящая крыша, которая добавляет современный, почти динамичный силуэт. В итоге машина выглядит уже не просто утилитарно, а с характером. Теперь по габаритам. Jetour 7 Plus подрос до 4796 мм в длину, 1967 в ширину и 1840 в высоту, с колесной базой 2810 мм. Диаметр колес 19 дюймов. Интересно, что в длину он прибавил около 9 сантиметров, но при этом остался почти таким же по высоте, а ширина вообще не изменилась по сравнению с Jetour T1, а база увеличилась всего на 1 сантиметр. С практической стороны дорожный просвет 200 мм, углы въезда и съезда по 28 градусов, глубина преодолеваемого брода до 700 мм, снаряженная масса 1834 кг. В салоне новинки тоже есть, на что обратить внимание. Перед водителем теперь новое рулевое колесо почти круглой формы, и теперь выглядит более классически и удобно, без лишней вычурности. Прямо за ним цифровая приборная панель на 10 дюймов, а по центру 15 и 6-дюймовый тачскрин, который берет на себя почти все основные функции автомобиля. Центральный тоннель тоже переработали. Теперь он более глянцевый и минималистичный. Физических кнопок стало меньше, интерьер буквально очистили от лишнего. Но при этом важные элементы оставили. Селектор коробки передач и шайба выбора режимов движения по-прежнему на своих местах. Что касается комплектаций, новинка предлагается в двух вариантах исполнения, и уже базовая версия выглядит весьма насыщенно. Здесь есть светодиодная оптика, цифровая приборная панель и крупный центральный экран, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема на 8 динамиков, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. То есть это тот случай, когда база уже ощущается вполне полноценной и современной. А вот старшая комплектация делает явный акцент на комфорт. В ней появляются подогрев и вентиляция передних сидений, память настроек кресел, более продвинутая аудиосистема на 14 динамиков, а также расширенный набор систем помощи водителю. Под капотом кроссовера установлен более производительный 2-литровый турбированный двигатель.
Он выдает 254 лошадиные силы и 390 ньютон-метра крутящего момента, обеспечивая уверенную динамику в любых режимах движения. Работает этот мотор в связке с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая отвечает за плавные и логичные переключения. Кроме того, уже в базовом оснащении модель получает фирменную систему полного привода XVD. Так что речь идет не просто о городском кроссовере, а о машине с хорошим запасом возможностей на разных покрытиях. По заявлению производителя, средний расход топлива у нового Jetour 7 Plus составляет чуть меньше 9 литров на 100 километров. Топливный бак здесь довольно вместительный – 70 литров, что положительно сказывается на запасе хода. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км в час. Jetour снова делает то, что у китайских брендов получается особенно хорошо. Берет уже знакомую базу и аккуратно пересобирает ее так, чтобы автомобиль воспринимался свежим, современным и более дорогим, чем он есть по сути. И в случае с Freedom 7 Plus это ощущается особенно отчетливо. С одной стороны, это не революция и не полностью новая модель. Платформа знакомая, техника понятная, общая идея тоже не меняется. Такой апгрейд, который вроде бы не переворачивает игру, но точно делает ее интереснее. Но давайте честно, в сегменте, где конкуренция растет каждый месяц, иногда именно такие переосмысленные модели и оказываются самыми удачными. Без лишней революции, но с точечными улучшениями там, где это действительно важно. Но окончательный вердикт всегда один и тот же – рынок все расставит по местам. Потому что можно нарисовать красивую решетку, добавить пару новых фишек и придумать громкое имя, но главное испытание всегда одно – повседневная эксплуатация. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.